Елена никогда не думала, что ее размеренная жизнь разлетится вдребезги из-за одного взгляда. В свои 42 она была той, кому завидовали подруги: успешный муж Андрей, владелец строительного холдинга, сын-медик Максим, роскошный особняк. Она пожертвовала карьерой модного дизайнера ради семьи и никогда об этом не жалела. До того дня Кирилл ворвался в их жизнь подобно урагану. 21-летний друг Максима по университету, он излучал такую чувственную энергию, что воздух, казалось, электризовался от его присутствия. Его глаза, темные, глубокие, с золотистыми искрами, смотрели на Елену так, что ее колени подкашивались. «Елена Александровна, вы само совершенство», — прошептал он однажды, случайно столкнувшись с ней в полутемном коридоре. Его пальцы невесомо коснулись ее запястья, оставляя огненный след. Она отшатнулась, но его слова проникли под кожу подобно яду. Теперь каждый семейный ужин превращался в изощренную пытку. Кирилл специально садился напротив, его взгляды становились все откровеннее. Он мог часами говорить о литературе и искусстве, демонстрируя интеллект, который заставлял ее забывать о разнице в возрасте. Андрей стал замечать перемены в жене. Ее отстраненность, внезапные приступы меланхолии, новые наряды и особая тщательность в макияже. Кризис среднего возраста, успокаивал он себя, не подозревая, что каждую среду, пока он на деловых встречах, Елена встречается с Кириллом в маленьком кафе на окраине города. Их первый поцелуй случился именно там, за столиком у окна. Кирилл накрыл ее дрожащие пальцы своей ладонью. «Я знаю, что вы чувствуете то же самое», — прошептал он, притягивая ее к себе. Елена не нашла сил сопротивляться. Максим начал что-то подозревать. Он замечал странные взгляды своего друга, направленные на мать, видел, как она краснеет в его присутствии. Однажды вечером он проследил за Кириллом и увидел, как тот тайком оставляет записку в почтовом ящике их дома. «Мама, что происходит между тобой и Кириллом?» Прямой вопрос сына застал Елену врасплох. Она побледнела, но годы светских раутов научили ее держать лицо. «Не понимаю, о чем ты», — ответила она, старательно избегая его взгляда. Но Максим не отступал. Он начал собственное расследование, просматривая сообщения матери, следя за ее перемещениями. А Кирилл тем временем становился все настойчивее. «Бросьте его», — умолял он. «Мы уедем туда, где нас никто не знает. Я готов на все ради вас». Все изменилось в один дождливый вечер. Андрей вернулся домой раньше обычного и застал жену за написанием сообщения. «Кому пишешь?» — спросил он будничным тоном, но Елена успела заметить тень подозрения в его глазах. Телефон выскользнул из ее дрожащих рук, и Андрей успел увидеть имя отправителя. Тишина, повисшая в комнате, звенела, как натянутая струна. «Это не то, что ты думаешь», — начала Елена, но осеклась, увидев, как побелели костяшки пальцев мужа, сжимающих спинку стула. В тот же вечер Максим получил сообщение от отца с просьбой приехать домой. Когда он вошел в гостиную, атмосфера была настолько тяжелой, что казалось, воздух можно резать ножом. «Расскажи мне все, что знаешь о встречах твоей матери с Кириллом». Голос Андрея был спокоен, но в нем слышались нотки, от которых кровь стыла в жилах. Кирилл появился на пороге их дома следующим утром. Его глаза лихорадочно блестели, в руках он держал букет белых роз. «Я пришел за Еленой Александровной», — заявил он, встретившись взглядом с Андреем. «Я люблю ее и готов бороться за наше счастье». Максим, стоявший рядом с отцом, не выдержал. «Ты с ума сошел? Она моя мать». Но Кирилл словно не слышал. Его взгляд был прикован к Елене, спускавшейся по лестнице в элегантном черном платье. «И я все решила», — произнесла она дрожащим голосом. «Прости, Андрей. Я больше не могу жить во лжи. Ты не выйдешь из этого дома,
Голос Андрея был подобен грому. Он схватил жену за руку, но Кирилл молниеносно оказался между ними. Завязалась борьба. Максим пытался оттащить друга от отца, но в пылу схватки получил сильный удар и отлетел к стене. Елена кричала, умоляя их остановиться. Звон разбитой вазы, грохот опрокинутой мебели — все слилось в какофонию безумия. И вдруг оглушительный хлопок. Андрей держал в руках охотничье ружье, которое обычно висело на стене кабинета. «Вон из моего дома», — процедил он сквозь зубы. «У тебя есть минута». Кирилл, с разбитой губой и горящими глазами, попятился к выходу. «Это не конец», — бросил он. «Эй, Елена, я буду ждать тебя в нашем кафе. Всегда». На следующий день город облетела шокирующая новость. В том самом кафе на окраине произошла трагедия. Кирилл был найден без сознания, передозировка. В его телефоне нашли десятки неотправленных сообщений Елене и предсмертную записку. «Без вас моя жизнь теряет смысл». Елена рыдала в объятиях мужа, умоляя о прощении. Максим не мог смотреть матери в глаза. А через неделю пришло письмо от адвоката. Родители Кирилла подали в суд, обвиняя Елену в доведении их сына до попытки самоубийства. Судебный процесс превратился в настоящий спектакль. Родители Кирилла наняли лучших адвокатов, а журналисты буквально поселились у дома семьи. Каждый день в прессе появлялись новые подробности их отношений: личная переписка, фотографии встреч, показания свидетелей. Взрослая женщина соблазнила неопытного юношу, кричали заголовки. Елена с ужасом узнавала подробности жизни Кирилла. Оказалось, что она была не первой его зрелой возлюбленной. В его телефоне нашли целую коллекцию интимных фото других женщин, многие из которых были матерями его университетских друзей. Максим не выдержал давления и взял академический отпуск. Однокурсники перестали с ним общаться, в социальных сетях его страницу заполонили оскорбительные комментарии. Андрей погрузился в работу, практически перестав появляться дома. А Елена? Она перестала быть собой. Однажды вечером она получила анонимное письмо. «Я знаю правду о Кирилле. Встретимся завтра в полночь в парке». Письмо было подписано: «Та, кто прошла через это». В полночь Елена пришла в парк. На скамейке сидела элегантная женщина лет 50. «Меня зовут Вера», — представилась она. 2 года назад Кирилл разрушил мою семью. Он профессиональный манипулятор, который специально соблазняет зрелых женщин ради денег и острых ощущений. Вера рассказала, как Кирилл шантажировал ее интимными фото, вымогая крупные суммы. Она потеряла все: мужа, детей, репутацию. Но я не единственная. Нас десятки. Ее голос дрожал от едва сдерживаемой ярости. На следующий день Елена получила USB-флешку от Веры. На ней были доказательства: дневники Кирилла, переписки, банковские выписки. Все указывало на тщательно продуманную схему охоты за состоятельными женщинами. Когда эти материалы попали в руки адвокатов, дело приняло неожиданный оборот. Теперь уже Кирилл оказался под следствием. Его родители в шоке узнали, что их невинный мальчик годами вел двойную жизнь. Кирилл пытался бежать из страны, но был задержан на границе. В его съемной квартире нашли целый архив компромата на влиятельных женщин. Пресса окрестила его охотником за мамами друзей. Андрей, узнав всю правду, нанял лучших психологов для жены и сына. Максим постепенно начал понимать, что его мать стала жертвой изощренного мошенника. Елена прошла через месяцы терапии, пытаясь простить себя. Спустя год после этих событий семья постепенно восстанавливалась. Елена вернулась к дизайну, открыв собственную студию. Максим перевелся в другой университет и встретил девушку, которая помогла ему справиться с травмой. Андрей научился снова доверять жене.
Кирилл получил 8 лет тюрьмы за мошенничество и шантаж. Его история стала предметом исследования психологов, изучающих феномен социопатии у молодых людей. На 50-летие Елены собралась вся семья. Глядя на мужа и сына, она наконец поняла, что настоящая любовь — это не страсть и одержимость, а глубокое чувство, способное пережить любые испытания. В тот вечер она получила последнее письмо от Веры. Наша история помогла многим женщинам не попасть в ту же ловушку. Иногда из самых темных моментов жизни рождается свет, освещающий путь другим.